На таком строении-то здесь на двери-то укосины-то и не нужны, наверное. Зачем они? Ой, нет, все же я приделал одну укосину. В общем, сегодня я сделал одну дверьку. Сегодня у меня праздник, поэтому ничего не делал. Ну и на сегодня на этом все. Пойду отмечать праздник. В общем, жена сказала к вечеру накрыть на стол. Ну, извините, красиво не умею. Как умею, так и накрыл. Потом сама добавить, что захочет. Вот цветочки уже, видите, опять цветочки.
Так, здрасте. Ну что, продолжаем строить домик, утеплять, возводить вот это страшное сооружение. Сейчас будем обтягивать пленкой все, что не доделано, вот эти все проемы. Насчет хлипкой крыши не переживайте, не провалится. Она выдержит пол-метра снега. Ничего страшного. Ну и иногда почистить, что, трудно что ли? Почистил и все. Ничего страшного, сложного. Ну что, все, пленку натянули, но это еще не все. Надо прибить штапики вокруг, иначе при первом же ветре все это сдует нафиг. Дровишки
Все, штапики прикрутил на пленку. Сейчас уже темно. Завтра покажу домик вокруг. Светло будет. Завтра настанет и покажу. Так, ну что, 3 дня и получился вот такой вот домик. Вот такое вот некрасивое недоразумение. Убежище с печкой, чтобы строить печной комплекс. Строил 3 дня, да, 3 дня. И теперь всю зиму можно здесь ковыряться в тепле. Надеюсь, будет тепло. Сейчас затопим печку. Интересно, а будет ли тепло? Вот в чем вопрос. Ладно, сейчас проверим. Кто-то думает, что вот это постоянное вот такое некрасивое сооружение. Нет, вот я печку построю, а потом все это разберу. Вот так вот. Зачем я такую ерунду буду строить? Это чтобы зимой. Вот как мне зимой-то кирпичи выкладывать? Это же невозможно зимой выкладывать. Все замерзшее. Как класть-то печку-то? На морозе-то зимой кто кладет? Да, ну и кстати, мне сейчас кирпичи надо убирать-то отсюда. Убирать. Печку-то не открыть. Да-да-да. О, все. Освободили дверку. Если я правильно понял, кто-то писал, что зачем я туда печку поставил. А куда ее еще ставить-то? Вот это все пространство будет занято печкой. Вот это все вот так вот до сюда, вот так вот. Вот это все будет печка. И здесь остается проем вот небольшой, чтобы ходить-то. А здесь кирпичики. Ну что, вот дровишки. Дровишки.
И затопляем печку. Затопляем. Сейчас здесь у нас будет банька. Банька. О, какой жар идет от печки. Тут реально тепло уже через 5 минут. Даже камера запотела. Вот это тут, думаю, да, баня будет. Так же, как и в домике в лесу. Хотя тут площадь-то больше. Но все равно тепло. А вы скажете, что я до сих пор эту ручку-то на двери не загнул? Не загнул. Вот снег тут на полу. Растает, нет он. Ладно, через часик посмотрим. Переделал. Это больно, неудобно. Вот у меня там пенопласт есть. Думаю, утеплить вот эту крышу-то пенопластом. А то снег будет таять и будет капать конденсат за шиворот, на голову. Вот, наверное, утеплить надо. Так, ну что, спустя 2 часа истопил тачку дров. Растаяла вот половина. Здесь еще снег, лед. Теплица у нас. Теплица говорю. В домике у нас теплица. Все запотевшее. И вот здесь с этой стороны снег. Снег, лед. Вот там надо пропенить вот эту дверьку. Пропенить. Снизу щель дует. Поэтому холод. С той стороны ветер дует. Тут это не тает. Плохо тает. Ну, потом запенить и это обрезать. И будет отлично. Вот так вот пока что. Это на первое время надо будет много дровишек. Еще тут весь лед растопить. А потом по одной полежке добавлять, чтобы так поддерживать. Ну и вот эти первые 2 ряда выложить, чтобы там холодно внизу-то все равно. Ну или добавку добавить в этот раствор-то. У меня есть, как раз я покупал, как знал, что буду, не успею летом ничего сделать. Вот. Первые 2-3 ряда выложить. А тут выше уже тепло будет. Ерунда. Как-то так вот. Ну вот что, я за 3 дня сделал этот домик. А что, да, конденсат ничего вроде не капает. Крыша почти растаяла. Можно не утеплять даже, что время тратить. Ну вот, я за 3 дня, короче, сделал этот домик. Сарай, короче, сарай. И это... Сейчас всю зиму здесь можно, да? Вот, ковыряться. А так бы лежал на диване кверху попой. Вон, снег-то почти растаял на крыше.
Алина Каткина, Ванес, Лабрадор Мисси, Ильдус, Роман Пуйдо. Собачкам, 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 кошкам. На улице у нас минус 17. Зима пришла. Тра-та-та-та. Котел не выключается. То тактует, то вообще не выключается, да? Нормально. Ну, сейчас нормально работает, отлично. Ну что, улицу грею, так там то баню, то кочегарку еще, подвал. Сейчас покушаем и пойдем дальше растопилять плиту под печной комплекс. Я вчера запенил дверь, и надо будет срезать и потом только туда заходить. Иначе не зайти будет. Сейчас принесу. Покушать принесу сейчас. Вот так вот сейчас все плотненько закрывается. О, какая красота! И эта красота сейчас будет капать на голову. Ох, на улице-то какой мороз. А тут 5 минут печка работает, топится. И уже тепленько. Сейчас протопим и посмотрим, замеряем температуру, сколько здесь будет. Ну, на уровне посередине. Ну и вверху, и внизу. Померяем сейчас. Вот тут снежок пошел уже. Иней. Отваливается иней. Закидать снежком надо, а то там щель внизу.
О, все растаяло, все капает, дождик. На улице у нас -6 уже, потеплело. Сейчас печка протопилась уже, там прогрелась. Пойдемте посмотрим, сколько там градусов. В самом низу у нас 11 градусов. Как вы думаете, это достаточно для кладки кирпича? Я думаю, вполне. На уровне пуза у нас 37 градусов. И температура еще повышается. На уровне ушей у нас 45,8. На уровне ушей. И они у меня красные. И это я подальше от печки, где-то на середине от печки. А возле печки там все 60, наверное. Ну, здесь, конечно, настоящая баня получилась. Но мне такую температуру-то не надо. Главное, чтобы внизу было тепло. А тепло там есть, как вы видели. Тут еще лед с этой стороны. Вот когда он растает полностью, тогда и будет нормальная температура. Принесем сюда этот нагреватель. И чтобы по низу тепло было на первое время-то. Выложить первые ряды, а там по одной полежке можно будет добавлять, и все. А сейчас очень много дров уходит, очень-очень. Все это протопить надо. В общем, здесь у нас баня получилась, хоть и большое помещение, можно париться. Вот такие дела. Ну что, сделать помещение мне удалось, а главное, чтобы в этом помещении было тепло и чтобы можно было строить печки. Ну и вот мне удалось получить теплое помещение, и все отлично получилось теперь. Все работает, все хорошо. И поэтому пиши комментарий, ставь лайк, подписывайся на канал, если хочешь. Всем добра, всем пока, до свидания.